Всем привет, с вами Дэн. Как видите, две модельки Велимер, которые всегда прям разваливает всех по соотношению цена-качество. Давайте, значит, с вами смотреть и открывать эти обе коробочки, ну, естественно, по одной. Итак, значит, ну, давайте первое. Опа. Так, здесь чехольчик уже классический от Велимер, удобный в поездочках. Есть мануал. И давайте, естественно, самое главное, а именно открывать чехол. Так. Ух ты, вот это крутяк! Слушайте, вот эту модельку я заприметил у ребят, и это такой себе, даже хамаш не хамаш, но точно вдохновлялись Panerai Submersible. Даже, ё-моё, он маленький. Это маленький ПАМ. Ни разу такого не встречал. Слушайте, можно сказать, руки вспотели и не знаю, как открыть. Вот здесь, сейчас все. Маленький ПАМ с маленькой скобой. О, какая красотулечка. И купольное стекло. Ну, короче, сейчас, ладно, откроем вторые часы и уже потом будем продолжать. Так. Так, здесь есть система для укорачивания браслета. И заодно и бумажечка, да, с инструкцией, как этот браслет укорачивать. И мы сразу понимаем, что в комплекте будет браслет. Ну, тоже инструкция, чехольчик. И здесь потяжелее часы, явно... О, хорошо. Слушайте, ну, как мне кажется, две интересные модельки, что называется, нам сегодня на вечерок. Нам сегодня с вами рассмотреть. Здесь тоже небольшой диаметр, и это интересно, но совершенно другая стилистика. И, как видите, такое сочетание, как мне кажется, циферблат здесь явно навеян Grand Seiko или просто Seiko. Ну, а корпус, сами понимаете, от Ойстера. Ну что ж, сейчас распакуем оба варианта и продолжим уже знакомиться. Итак, значит, распаковал я часы. И давайте с ними знакомиться. Они у Велимер заявлены обе версии как мужские, но я бы назвал их унисекс, потому что, как мне кажется, здесь одно из главных это размеры, да. И еще пока распаковывал, такое вот впечатление, они как будто бы две противоположности. Одни это вот такие, ну, повседневники, достаточно универсальные, такие красивые, блестящие, а вторые это такой мини-пам. Ну, давайте с мини-пама, наверное, начнем. Значит, референс у этой модели VM200, титановый корпус, титановый безель, титановая заводная головка. Внутри Miyota 8215, так что это механизм с автоподзаводом. Водозащита здесь 100 метров. Суперлюминово C3 на метках и стрелках. Купольное высокое минеральное стекло. Ну и на Алиэкспресс на момент записи, потому что там всякие купоны, скидки, распродажи я вот просто озвучиваю, но по большому счету лучше, конечно, посмотреть, что будет на момент выхода ролика или на момент, когда вы его будете смотреть. Короче, на момент записи примерно 17 тысяч рублей. И мне, конечно же, хочется прямо сейчас, да, 39,4, 39,5. Они небольшие, а кажутся даже меньше из-за того, что широкий безель, конечно. Так что действительно очень-очень универсальные часы. И да, унисекс, ну, скорее, наверное, все-таки мужские. 16,8 по высоте. 20 по ремешочку, так что можно будет что угодно стороннее поставить. 46,3 у нас от ушка до ушка. Ну и на моем запястье 18,5. И что у нас получилось? Кстати, неплохо. За счет того, что ушки толстые, безель толстый, да, они вполне себе смотрятся. Вот хочется такой микропамчик, а? А почему бы и нет? Ну, на маленькое запястье будет в самый раз, на среднее тоже окей, на крупное, конечно, нужно смотреть что-то другое. Вот, а в целом, слушайте, интересно, интересная такая интерпретация. Опа, безель у нас движется.
И неплохой безель, очень неплохой. Конечно, браться неудобно, потому что, ну, это особенность такого типа безеля. Но, с другой стороны, он нигде не будет никак мешаться и нигде ни за что цепляться, потому что он прям вровень с корпусом. Небольшая здесь такая насечка есть, ну, или можно вот на эти вот такие нашлепочки, да, значит, у нас 60. Ага, давайте 60 сейчас в 0 переведем. Ну, такой безель, он больше, как у Submersible, наверное, больше для красоты, нежели для какой-то практичности. Значит, у нас тут все как положено, да, сделали они. Маленькая, малюсенькая заводная головка, конечно, большими пальцами, может быть, не самое удобно ей пользоваться. Но, слушайте, интересно, не было такого на рынке никогда, чтобы был такой вот микропам, да еще и Submersible. А почему бы и нет? Слушайте, прикольно. Не знаю, может быть, сами PAM такое выпускают, я что-то не встречал. Значит, есть система быстрой смены ремешка, так что много можно будет что сюда подобрать. Он прям магнит для ремней. Этот ремень окей, и коричневый, в принципе, с этим вот таким дымчатым циферблатом. Немножечко он даже градиентный, по центру немножко такой выцветший, как будто бы. Есть дата для любителей даты контрастная, вот, и скелетонированные стрелки. Слушайте, приятно, сделано приятно, корпус хороший, безель очень приятный, здесь ничего не дерет, ничего не топорщится. Такой матовый у нас, да, титан, легкие часы. Слушайте, круто, мне понравилось. Какая няшечка-то, а? 76. И действительно, часы на самом деле максимально универсальные, то есть и мужчинам, да, если хочется небольшие на среднее запястье, или если маленькое запястье, или девушкам, женщинам, подросткам, блин, круто. Прикольно, мне прям нравится. И бакля как должна быть. Ай, няшечка-то какая, а? Интересно, потом подетальнее посмотрим в макро. А теперь вторые. Вторые VM207 Reference, и я сначала думал, что это механика, когда их вот только что открыл. А это оказывается кварц, потому что это мега-кварц, естественно, отсейка VH31, поэтому плавная секундная стрелка и красота. Ну, так видно, если всматриваться, да, что она так немножко дергается, но все равно издалека похоже, как будто бы это обычная механика. Ё-моё, круто. Здесь у нас сапфировое стекло с внутренним антибликом. Циферблат называется «Березовый лес», естественно. И есть несколько цветов. Вот этот цвет такой стальной, мне кажется, он интересный и такой максимально универсальный. Потом текстурку, конечно, посмотрим по циферблату, но березочка проглядывает. Накладные метки, да, все зеркальная полировка, блестящая, рант блестящий, заводная головка тоже чуть блестящая. По бокам, да, у нас тоже зеркальная полировка, верхняя часть сатинирования идет. И браслет Oyster, тоже боковая часть зеркальная полировка, по центру сатинирования, застежечка на двойном фиксаторе. В принципе, все окей, все приятненько. 100 метров водозащита, есть люминофор, есть кварц, как мы сказали, корпус 316L, суперлюминова C3. И знаете что? Угадайте, сколько они стоят? Вот напишите в комментариях, вот как вам кажется. Ну, я вам скажу так, на момент записи ролика эти часы на AliExpress стоили 4900 рублей. Точнее, даже 4888, что-то типа того. Ну, там, понятно, какая-то распродажа, какие-то скидки туда-сюда. Когда ролик выйдет, может быть, будет совершенно другая цена. Но факт в том, что на момент записи 4900 на мега-кварце, да еще и сапфиров. Это просто развал кабинсика по конкурентам. 36 у нас, да, универсальный размер. Высота 9,5, ну какая красотулечка-то. А, 20, да, здесь нет, 19, здесь 19. Но... Видите, небольшой люфтик есть, так что и двадцаточки сядут и будут плотненько, будет прям сексуальненько. 43,2. 43,2. Ну вот на моем запястье 18,5, как уже говорил, вполне себе универсальненько, если любите немножко поменьше. Поэтому такой вот себе унисекс. Про люфт сказал. Браслет, конечно, не супер здесь хорош, но вполне соответствует этому качеству, этой цене. Точнее, я бы даже сказал, что за 4900 это вообще просто, я не знаю, это бомбяо, подарок, я не знаю, дары там какие-то
конкурентов хотят завалить. Но, в принципе, если бы они стоили даже где-то около десятки, тогда, наверное, можно было к браслету придираться, да, что может было чуть получше. Но в целом окей, браслет окей. За 4900, даже, наверное, за 10, я бы даже сказал, ну, нормально, нормально. Но циферблат здесь просто шикарный. И мне еще нравится зеркальная полировочка Paran. Тут тоже очень хорошо сделана. И я думаю, что мы с вами сейчас вот взвесим их, а потом надо бы уже смотреть на макро, потому что вот этот циферблат, ну прям интересно будет. 120 грамм, даже чуть меньше получается. Собственно, почему бы и нет. На каждый день такие часы. И значит по запасу, да запас-то неплох, смотрите, да? 5 сантиметров точно здесь есть. То есть они даже на часы 36 миллиметров в диаметре дают про запас практически 5 сантиметров. То есть если вы хотите с крупной рукой этим всем пользоваться, welcome, как говорится, welcome, вот все бы так делали. Ну, Велимерк умеет делать красоту, умеет делать ее недорого. Так, значит, здесь действительно минералочка, здесь действительно сапфирчик. О, красота. Ну что, смотрим макро. Так, значит, мини-пам. Ну, здесь достаточно все аккуратненько и все такое матовое, все такое мужское, сдержанное и титановое. Ой, красиво. Ну, мне нравится. Корпус хорош. Прям корпус прям приятный. Приятный корпус. Сзади на винтах у нас крышка. Гравировка. И береза. Да, слушайте, да. Фактурка есть. Меточки накладные, блестящие, объемные, да еще и сложной формы и стрелочки. Ну, за цену около $50, мне кажется, это просто... Вот напишите, есть ли что-нибудь еще интересное за $50, чтобы это было вот так же прям круто. Будет интересно. Но мне кажется, это очень круто. Это прям удар вообще. Даже по китайским конкурентам-то удар. Когда-то давным-давно по телеку была реклама, они такие разные, но они притягиваются. Слушайте, вот эти часы тоже разные, но они притягиваются, потому что у них есть одно общее, они небольшие, то есть они понравятся тем, кто любит небольшие часы по каким-то причинам, либо в принципе любит, либо запястье небольшое. И они противоположные, так что это в принципе часы на разные случаи, под разную одежду, под разное настроение. И здесь у нас и кварц, и механика, при том, что кварц еще и мега-кварц. Мне кажется, за мега-кварцем будущее, и в этом году точно будет очень много моделей таких выходить. Две модельки классные, цены, конечно, разные, но опять же нужно смотреть, какие цены будут, когда вы залезете на AliExpress. Может, они там будут поближе друг к другу, не уверен, но посмотрим. Короче, и одна, и вторая модельки точно заслуживают внимания, они приятно, хорошо сделаны, у них неплохие очень даже характеристики. Ценообразование у березки просто шикарное. Пам здесь... В принципе, окей. Ну, я думаю, тоже какие-то скидосики, наверное, на него будут. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.